Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие ключевые события произошли, что ожидать и какие движения предполагаются по доллару, евро, рублю, нефти сегодня в первой половине дня. Итак, сразу хотел обозначить такой момент, что эта неделя проходит под знаком решения ФРС о процентной ставке. Это будет 17 марта. То, что касается сегодняшних событий, давайте посмотрим календарик. Итак, на текущий момент у нас вышла статистика по Китаю. Более никаких важных глобальных событий, мероприятий пока не предполагается. С Китаем, с одной стороны, все вроде бы протекает хорошо, восстановление продолжается, объем промышленного производства растет, как мы с вами видим, на 5% больше, чем прогноз. Но там есть такие моменты, которые связаны с неравномерностью экономического восстановления. И вот сейчас мы видим, с одной стороны, второстепенный индикатор, с другой стороны, этот индикатор очень важен на средний срок. Это то, что снижается инвестиции в основной капитал, они меньше, чем запланировано. Это говорит о том, что в ближайшее время, год, два, три, если ситуация не поменяется, Китай столкнется с тем, что основные фонды не обновились, и он не может поддерживать такой высокий темп экономического восстановления. Ну и помимо всего прочего, официальная статистика Китая показывает рост безработицы. Так что не все так просто и однозначно в Поднебесной. Так, далее то, что касается российской ситуации. Ну вот у нас сегодня по 4 компаниям ожидается информация в части отчетности, и Совкомфлот телеконференцию менеджмента проводит в 4 часа, если кому интересно. Итак, китайский фондовый индекс сегодня с утра показывает просадку. Пока эта просадка, конечно, она не критичная, но вот это движение, которое наметилось по китайскому фондовому рынку, оно, конечно же, сегодня с утра будет оказывать давление и на российский, и, возможно, потом на американский фондовый рынок. С учетом того, что у нас 17 марта решение ФРС по процентной ставке, выступление Пауэлла, наиболее вероятный сценарий, что все будет находиться в несколько замороженном состоянии до дня, когда будет происходить это решение. Ну и переходя к главному индикатору последних недель, это доходность американских десятилетних трежерис, мы видим, что сегодня они показывают рост. В большинстве случаев зависимость друг от друга инструментов носит сложный характер на рынке, и иногда происходит инверсия, то есть по-разному взаимодействуют инструменты. Сейчас в данной ситуации рост доходности американских трежерис – это давление на рынке акций. Так, далее то, что касается американского фондового индекса SFD на фьючерс S&P 500. Ну вот сегодня открытие в районе нуля, пока никаких существенных движений не происходит. Я полагаю, что до момента заседания ФРС, решения по ставке, ну скажем так, даже до того дня, когда это будет делаться, наиболее вероятно, вот он где-то будет в диапазоне 3900-3950. Вот здесь, я полагаю, будут колебания. На текущий момент драйверов для роста, для пробоя нету, они закончились. Если мы сегодня или завтра пробьем 3880, то вот этот вот консолидационный диапазон, который наметился до решения ФРС, до дня решения ФРС, вероятно, он будет пробит и разовьется коррекционный откат, цель которого будет 3800. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, у нас, как ни крути, все движения идут в районе 91,5 сильного уровня. Если в ближайшее время не будет пробития 91,3, то вероятно вот это движение вниз на тестирование значения 90,7 и возможно 90, оно будет отложено на неопределенный срок. И по факту, поколебавшись в этом диапазоне, произойдет движение, следующий цикл у которого цель 94. Если здесь все-таки наступает пробой, то посмотрим, как будет развиваться движение сначала на этот уровень, потом на этот. Все зависит от скорости и от объемов. То есть если скоростью и объемами будет подтверждаться, то тогда действительно вероятно доллар будет ослабляться против валют. Но пока такого не происходит, и мы висим
выше уровня 91,5, и у нас было закрытие недели выше 91,5, это свидетельствует о том, что большая вероятность, по крайней мере в обозримом будущем, движения на рост индекса доллара, то есть рост доллара против ключевых валют. Но рынок не дает однозначных решений, и если будут взяты те уровни, которые находятся ниже, то эта тенденция она будет сломлена. Так, друзья, сейчас 7:30 по Москве. Данные и анализ по позициям по Форте находится в субботнем выпуске, там где SOTS FTC. Если кому-то интересно, можете посмотреть. Так, друзья, далее нефть Brent, недельный таймфрейм. Но у нас на недельке здесь попытка разворота, однако изменения в позициях SOTS FTC по спекулянтам не показывает, что здесь произошел разворот и будет сейчас развиваться откат. Но здесь обращаю внимание, вот этот сильный уровень, который 66.25, если он устойчиво пробивается, то все-таки выходит, что спекулянты американские, они ошиблись в своих ставках. Так, друзья, далее часовой таймфрейм по нефти. Но здесь следующая картина. Если у нас в ближайшие часы не происходит пробитие 69.35 уровня, то в этой ситуации все вот это движение, которое здесь наметилось, так называемые три черные вороны, оно превратится в консолидацию и пойдет новое движение наверх с целью пробить 70, закрепиться и сходить на 72,5 для начала. Если у нас здесь возникает пробой, то следующая цель движения это тестирование на прочность 69. 69, если здесь происходит пробой, то следующая цель движения у нас будет в районе 68,15, вот здесь вот. Таким образом, пока не пробита вот эта цель, вот этот диапазон, высока вероятность того, что мы будем консолидироваться в диапазоне 70, 69,5. Вот здесь вот мариноваться. Так, друзья, далее золото. На недельном таймфрейме у нас разворотная формация, но золото ведет себя очень хитро. По дневному таймфрейму у нас сейчас идет набор позиций в диапазоне 1711-1731. Вот это такая консолидация по дневкам расширенная. Переходя на часовик, если у нас не будет пробития диапазона 1722,5-1719,5, то вот эти все движения, они сейчас будут являться набором позиций, и отсюда разовьется движение наверх, целью потестить и пробить 1738. Если будет пробой сейчас в ближайшие часы этого диапазона, то по золоту у нас цель движения находится в районе 1700-1703. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм сразу беру. Здесь у нас сейчас идет попытка закрепиться в этом диапазоне. SOTS FTC показывают, что американские спекулянты делают на предстоящую неделю ставку на снижение и по золоту, и по серебру. И здесь у нас есть уровень важный, который 25.85. Если этот уровень сейчас, сегодня, завтра пробивается, то по серебру у нас цель движения будет 25,2, вот сюда, вот этот диапазончик. Если у нас сейчас возникает удержание, то есть мы этот диапазон не пробиваем, то вот это все является набором, и на сегодня-завтра цель движения 26,5. Сходить вот сюда вот, и потом на 26,9. Итого на ближайшие часы, если не возникает пробитие 25,85, то вот это движение оно перейдет в рост. Если здесь будет пробитие, цель движения первая сюда, потом в районе 25. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Вот смотрите, здесь у нас сейчас ситуация очень интересная. С одной стороны, напробивали все уровни, которые были, и чуть-чуть совсем не дошли до 1,1790 для того, чтобы упереться вот в эту основательную поддержку. Но здесь есть определенный позитивный момент. Если не разовьется повторное движение с целью добить вот этот диапазон, который находится 1,1834 и 1,1790, то у нас отсюда весьма вероятно движение, первая цель которого это 1,2082, и потом, если мы здесь закрепляемся, следующая цель 1,2213. Это то, что касается движения на протяжении дней или недель. Опять же, по данным SOTS FTC, позиции спекулянтов указывают на то, что выходят из евро и ожидают снижения
в евро-долларе. Переходя на часовой таймфрейм, что здесь у нас ожидается? Вот смотрите, мы сейчас зажаты в консолидации 1,1936, 1,1962. Ждем, как это движение разрешится. Пробой вот этой верхней границы сразу уводит на цель 1,1989. Пробой нижней границы, соответственно, цель движения находится на 1,19. Вот здесь пробой этого значения приведет к тому, что разовьется уже более существенное движение вниз. По часовому таймфрейму это 1,1855. Если возвращаться к 4-часовику, по 4-часовику больше вероятность того, что все-таки будет движение наверх, что выход отсюда будет наверх. Но по индексу доллара пока такая картина не подтверждается. Сейчас опять возвращаясь на часовик, хотел обратить внимание, что здесь действительно вот эта тенденция, которая развивалась на рост, но вот здесь эта тенденция, она была подпорчена. Поэтому на текущий момент по евро-доллару, я думаю, наиболее вероятно посмотреть, как будет взаимодействие либо вот с этим верхним уровнем 19.62, либо с нижним уровнем, который 1,1938. Потому что ситуация, судя по 4-часовому таймфрейму, начато движение наверх, но часовик указывает на то, что это движение вполне может захлебнуться. С учетом того, что заседание ФРС 17 марта, здесь наиболее логично до дня заседания просто какой-то боковик. В данной ситуации напрашивается диапазон движения 19.31-19.87. Вот. Но опять же обращаю внимание, пробитие уровней может привести к сильному, пусть даже краткосрочному, но движению вниз и ослаблению евро. Так, друзья, далее рубль-доллар. У нас есть ключевой уровень 73.16, 73.2. Вот если он пробивается на объеме, то у нас очень быстро будет движение на 72.8. Переходя на 4-часовой таймфрейм, у нас на текущий момент укрепление рубля очень похоже, оно завершилось. Но видите, как вот эти торги, которые сделали с 7 утра, они размазали всю картину. До этого были очень четкие зависимости, которые сейчас пока еще новые не сформировались, а старые уже размылись. Так, далее на часовик. Переходим по часовику. У нас здесь укрепление рубля уперлось в диапазон 73.25, 73.2. Вот. Поэтому, исходя из часового таймфрейма, если вот это значение мы не пробиваем, то весьма вероятно здесь будет набор позиций, консолидация и потом движение сегодня уже вот сюда к верхней границе на 73.65. Если возникает здесь закрепление и последующий пробой 73.8, то у нас отсюда цель движения 74.1. Вот это значение, которое сильный уровень в паре рубль-доллар tomorrow. На текущий момент сейчас ясности в движении до конца нету, и поэтому здесь я считаю, что в течение часа, 2-3 надо посмотреть, будет не будет пробитие 73.2. Если пробития не будет, то мы здесь набираем позу и идем вот сюда к верхней границе на 73.65. Если таки пробой здесь состоится, то сначала будет тестирование 73.15, 73.16. Если здесь идет пробой на объеме, то будет очень быстрое движение, наиболее вероятно на 72.8. Если пробоя не будет, мы от этого уровня отобьемся и пойдем возвращаться вот сюда, вот в этот диапазон. Опять же, обращаю внимание, сейчас как по евро-доллару, так и по рубль-доллар ситуация несколько не определена. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Я беру пока мартовский фьючерс, вот который на этой неделе истекает. Смотрите, судя по всему, тянут за уши на экспирацию. Экспирация здесь, для того, чтобы, я так полагаю, комфортно закрыть позы, это 156 тысяч, 156 500. Но здесь уже совсем немножко осталось. Это недельный таймфрейм по фьючерсу. И переходя на 4-часовик, если у нас не происходит коррекционного отката с пробитием 152 тысячи, 151 500, то мы сегодня вот в этом диапазоне и будем консолидироваться и пытаться расти. Если мы пробиваем вот этот диапазончик, у нас отсюда развивается коррекционное движение, у которого первая цель это 150 тысяч. Далее, если пробой 149 750, следующая цель движения
147 800. Пока вот этот уровень не взят, наиболее вероятно будет здесь консолидация и попытка продолжения роста. Так, друзья, далее Сбербанк, 4-часовой таймфрейм. По фьючерсу сейчас позитивное движение. Вот сюда вот в район 287,5 предполагается. И поэтому у нас сейчас на открытии, если не возникает пробоя вот этого диапазона 287, 282,2, то у нас вероятно отсюда будет движение наверх с целью потестить вот эту верхнюю границу. Дальше, если она не будет пробита, то здесь возникает отбой и движение, цель которого 283,3, 282,7. Вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, далее Газпром, недельный таймфрейм. Неделька у него очень хорошая, то есть вот он закрылся выше 231. Здесь все карты в руки на то, что высока вероятность развития движения, цель которого 256 уже на этой неделе. Критерий того, что это не будет достигнуто, это пробой 226, 225 и проторговка под этими значениями. Если такое происходит, то рост либо откладывается, либо не состоится. Но пока все факторы указывают на то, что возможно уже на этой неделе будет вот эта вот задерка и отработка 256. Так, дневной таймфрейм, у нас набор позиций идет. Соответственно, этот набор позиций, если опираться на дневку, а не на недельку, он сохраняет свою устойчивость, если нет пробития 228,5. В этой ситуации все движения в диапазоне приводят к набору позиций и последующему росту после пробития 235,5. Так, но переходя на часовик, здесь у нас небольшая хандра возникла. Но если не будет пробития 231,3, то вот это все движение, оно все равно приведет к росту. Если сейчас возникает коррекционный откат и пробитие 231,2, 231,3, то весьма вероятно будет движение на 229. Вот. Пока здесь, я думаю, больше вероятность удержания этого диапазона и дальнейшее тестирование на пробой 235,5. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Всего наилучшего.